вопросы, поэтому я что-то сказал, назвал их первым штурмом, то есть что вот. Потом о важности благого таких намерений по начинанию. А потом я приехал сюда, и вчера тоже вот, ребята организовывали в парке культуры, и меня спросили, готов ли я выступить. Значит, этот вопрос тоже в тупик поставил, потому что я как в школе не готовлюсь ни к чему, и не знаю, что нужно было сказать, но подумал, что что-нибудь там придумаю, взял блокнот с собой. Вот, поэтому я расскажу то, что я знаю, то, что я научился делать за тот год, что существует циферблат, и зачем вообще все это затеяли. Ну, может быть, на примере этого также в ответ на ваши вопросы, которые здесь прозвучат, я смогу ответить. Вот. Я не знаю, многие ли из вас знают, что такое циферблат, и были в нем, может быть, поднимут руки те, кто был в циферблате. Вот. Не так же много людей. Но это может быть даже хорошо. Вот. Потому что тогда я могу сказать о том, что такое циферблат, и как раз ответ, который надо выступать отчасти и произойдет. Вот. В общем, год назад мы открыли место в центре Москвы, в котором все бесплатно, кроме времени. Каждый человек платит рубль в минуту и получает за это кофе, чай, печенье, фрукты, можно приносить с собой еду, там есть интернет, там можно заниматься многими разными штуками, например, встречаться с друзьями, работать с компьютером, общаться, играть в игры. Мы организовываем какие-то мероприятия, люди сами, которые к нам приходят, организовывают какие-то мероприятия. В общем, оно потому и называется свободное пространство, потому что, в принципе, человек свободен. Что для меня было вот именно благим в этом занятии, это как раз дать возможность в этом городе под названием Москва, и теперь уже в других городах, потому что циферблатов сейчас 7 штук, вот, дать возможность людям побыть человеком какое-то время, а также дать возможность самореализации. Мне кажется, это то, чего не хватает в Москве, ну и вообще в больших городах, где как-то все люди грызут по мелочам, и не хватает такого взаимопонимания, душевного. Вот. Первый циферблат появился почти год назад, день рождения на Покровке. До этого был проект под названием «Дом на дереве». Место еще более радикальное, потому что там люди вообще не должны были ни за что платить, каждый оставлял, сколько считал нужным. Чемодан на выходе, в который можно было кинуть, сколько считаешь нужным. Там точно так же был чай, точно так же можно было что-то приносить с собой, но везде нельзя курить и пить. Дом на дереве существовал, прекрасно себя чувствовал, я себе доказал, надеюсь, часть миру доказал, то, что на вот этой системе free donations, то есть добровольных вкладов, можно прекрасно существовать, потому что мы арендовали помещение, опять же, в центре Москвы, на Покровке. Это, в общем-то, недешево было для меня на тот момент, там 60 тысяч рублей в месяц аренда, которые мы отбивали чай, и даже я еще на оставшиеся деньги мог жить, кушать и снимать себе комнату и так далее. Потом прошел год, и я немного устал от дома на дереве, потому что он очень маленький был, и каждый человек, входящий туда в гости, приходил как бы в гости ко мне. Вот целый год вот так вот, когда там, по 150 человек в день приходят в гости к тебе, начинаешь уставать. Ты видишь клевых людей, которые приходят, но понимаешь, что уже нет сил их там как-то радостно встретить, искренне поинтересоваться, чем они занимаются, искренне ответить там на один и тот же вопрос, как это пришло к тебе в голову, который звучит ежедневно, и так далее. Вот. И хотелось что-то новое. Ну и опять так жизнь сложилась, что появилась возможность финансовая в первую очередь сделать новый проект. Мы искали помещение, тоже хотели небольшое, где-то дешево, но в итоге нашли клевый особняк прямо на Покровке за какие-то безумные деньги, как мне казалось на тот момент. В общем, решили рискнуть, вложили все туда. В общем,
когда мы начинали, хотелось как раз в момент сложностей, связанных с системой free donations, потому что они все-таки есть, потому что неприятно, допустим, человек пришел, был на дереве, провел весь день, и ты вот сидишь, думаешь, сколько он оставит, 12 рублей или 300 рублей, каждый по-разному. То есть были люди, которые пользовались этой халявой, но их было, кстати, не так же. Это первый момент, который хотелось обойти. Во-вторых, free donations, как бы такое взаимоотношение между людьми внутри строило, что там было очень сложно этим, например, управлять дистанционно. То есть, по сути, весь дом на дереве строился на мне, например, на моей девушке. А как всякие попытки это сделать автономным, они не приводили к успеху, потому что все завязано на нас. Все человек, который начинает там как-то пытаться что-то делать в доме на дереве, он сталкивается с тем, что он боится что-то поменять, потому что вроде как здесь все сделал Иван Витя. Вот. С другой стороны, и что-то новое внести не может, по такой же причине. А сам он до конца не чувствует. То есть здесь надо было найти какого-то человека, который бы мог полностью это все изменить под себя. Но мы таких людей не нашли, поэтому мы решили дом на дереве закрыть. Вот. Потому что он превращался не в то, что задумал. Но существовал уже циферблат, куда я полностью перешел, поэтому жил циферблат. Чем циферблат хорош, то что там все-таки как-то оговорена финансовая модель, поэтому понятно, что человек ставит конкретную сумму за время пребывания там, понятно, чего ожидать, может как-то рассчитывать какое-то будущее и так далее. Хотя тоже сложно и каждый раз по-разному. Ну вот, что как бы, в чем смысл там, того же циферблата? В общем, да, мы не ожидали успеха такого большого. Ну, точнее, я ожидал, но никто не ожидал. Что пойдет много людей, и мы сможем отбивать эту аренду. Там, на тот момент она стоила 350 тысяч в месяц. К слову, там, до дома на дереве в среднем моя зарплата в месяц была 12 тысяч рублей. Для меня эти цифры всегда казались какими-то огромными. В общем-то, могу сказать, что и дом на дереве, и циферблат, они, скорее, для меня являются творческим актом, а не какой-то бизнес-штукой. Не знаю, наверное, многие из вас слышали слово антикафе, которое придумали вот те, кто открыл после циферблата свои заведения и решили определять их таким образом. Как бы здесь, вот в самом слове антикафе, вот, как бы оно скучное, я с этим не могу спорить, и оно запоминается. Но, тем не менее, мне кажется, в нем в корне неверная какая-то штука лежит, потому что, во-первых, оно отталкивается от слова кафе, это уже означает какую-то вторичность. Типа, вот было кафе, а мы сейчас сделаем антикафе, и все будет классно. Во-вторых, как правило, люди, которые открывают антикафе, ну, в общем-то, я просто знаю там, многих лично, и знаю, что для большинства цель все-таки заработать деньги. Они видят успешную финансовую модель, которая как-то так сложилась, что родилась, и вот копируют этот циферблат, но как мне кажется, на очень поверхностном уровне превращает это все в какой-то гейм-клуб или еще что-то. Есть несколько заведений, которые действительно неплохие, в общем. Вот. Но в большинстве своем это как-то такой легкий способ заработать деньги, вкладывая мало денег. Что мне не нравится, вот. Что еще я хотел сказать? Да, в общем, появился первый циферблат, это октябрь месяц 2011 года, в самое начало, и даже конец сентября. И пошел народ. Да, очень много людей стало идти, то есть мы не ожидали. Мы задумывали это место как место, в котором, опять же, может себя реализовать человек, в котором можно проводить мероприятия. Мы стали проводить эти мероприятия. И, там, допустим, вот мы открылись и договорились о мероприятии, которое пройдет через 2 недели. Проходят эти 2 недели, начинается это мероприятие, и мы понимаем, что мы не можем его провести, потому что зал забит на 100% людьми, которые просто пришли посидеть, и еще столько же приходят, которые пришли на мероприятие. В общем-то,
ну, столкнулись с такой проблемой, что, в общем-то, для людей важна сама атмосфера, которую мы создали, и именно за этим они в основном туда и ходят. В общем-то, по сути, основной фишкой циферблата является та самая атмосфера. Я надеюсь, что мы ее создали клево, что это у нас получилось. Ну и, соответственно, успех это доказывает в этот стиль. Хотя успешными бывают разные вещи. Вот. И что же вот в этой атмосфере, и зачем мы ее сделали, и почему, например, ее нет там, во многих антикафе, как раз то самое благие задачи меня и моих друзей, которые мы ставили при создании циферблата. То есть это можно называть какие-то философские понятия непонятные, там, типа человечности, да каждый определяет ее по-разному, и так далее. Для нас действительно важно было дать людям в центре Москвы какой-то уголок, где бы они себя чувствовали открыто. Так вот, я не знаю, например, ну, есть у меня такой пример, там, вот едешь в метро, напротив сидит какой-нибудь злой дядя с портфелем, там, потный, потому что ему жарко, он едет на работу, и вот он тебе неприятен. Но если представить, что ты с этим дядькой, допустим, его зовут Вася, оказываешься на даче, там, у друзей, камин, вы там сидите, обсуждаете что-то, и он становится вдруг моментально милым человеком. В принципе, вы вполне можете с ним подружиться, практически с каждым человеком. Просто если отсеять все какие-то агрессивные штуки, которые нам город навязывает. И, собственно, нам и хотелось создать вот эту атмосферу, где человек полностью раскрывается в циферблате, где ему не надо носить маски, где ему не надо думать о том, что сейчас его кто-нибудь там в переходе обнет плечом случайно, и не надо там как-то обидеться, потому что нельзя допустить, чтобы меня просто так толкнули плечом и так далее. Вот. Ну и плюс там отсутствие алкоголя, что тоже во многом спасает каких-то эксцессов. Все-таки, к сожалению, люди выпивать не умеют. Я не прям такой противник алкоголя, но сам практически не пью. И, в общем-то, к сожалению, люди под градусом иногда не умеют себя сдерживать. Поэтому там нет алкоголя, ну и курения тоже нет, потому что сидеть там в дыму тоже неприятно, хотя сам я курю сейчас. Это первый аспект. Второй аспект, все-таки, ну, не буду отрицать, хочется как-то, не знаю, воспитывать, что ли, общество и изменять его немножко. То есть, я не могу сказать, что у нас там собирается интеллигенция или там какой-то высший слой общества. Совершенно разные люди. В этом для меня прелесть циферблата, то, что какие-то социальные условности отменяются. Во-первых, во многом этому способствует система оплаты, потому что все платят одинаково. И нельзя попонтоваться, как там во многих кафе, заказав себе дорогой коктейль, если ты при деньгах, если ты не при деньгах, то ты сиди, пей чай, как бедный студент и так далее. Вот. И вот этот какой-то, не знаю, воспитательный момент, хотя тут очень сложно взять на себя ответственность воспитывать людей, потому что кто ты такой, откуда ты знаешь, что действительно правда, а что нет. Сейчас там, в современном нашем обществе, в России тем более, происходит столько разных штук, когда каждый уверен в том, что он, именно вот он прав. Священники, которые возмущаются за Pussy Riot, уверены, что вот они правы, и это надо навязывать. Все, кто там защищают Pussy Riot, они считают, что они правы, и надо навязывать другое. Каждый искренне считает, что он прав. И как вот в этом множестве непонятных правд определить ту, которая нужна, я, честно говоря, не знаю. И я стараюсь не навязывать его, а потихоньку как-то внедрять. То есть для меня это какие-то фоновые вещи, которые не очевидны. Например, музыка, которая играет, книги, которые стоят на полке. Это там, даже мебель, которая там стоит, мероприятия, которые проходят и так далее. То есть, в принципе, как мне кажется, там, например, если взять какого-нибудь, как вообще люди становятся, например, какими-то тонкими, интеллектуальными, интеллигентными и так далее. Допустим, вот есть там Василий и Зинаида из рабочего поселка на Урале. Они оказываются в Москве, и, допустим, они слушают радио, в котором играет джаз.
они, ну, как бы, не будем обижать Василия и Зинаиду, но они, допустим, не очень гуманитарно развитые, не очень тонкие люди. Но они слушают джаз, и это постепенно как-то на их мозги влияет по ходу жизни. Вот у них рождается ребенок, который с детства тоже вдруг начинает слушать этот джаз. Ребенок тоже такой уже, как бы он чуть-чуть больше понимает чего-то, каких-то тонких моментов, но тем не менее. Дальше у него уже рождается внук, который, возможно, там, наслушавшись этого джаза в третьем поколении, наконец возьмет с полки книжку Чехова и ее прочтет. Ну, то есть, это как бы такой абстрактный очень пример, я не пропагандирую там исключительно джаз и только Чехова, но тем не менее. Мне кажется, таким образом что-то меняется, то есть нельзя поменять в один момент, там, сказать, выйти с хоруквью и сказать, все, там, все гомосексуалисты должны гореть в аду, и тут же все изменится. Это вряд ли такое произойдет так быстро, и поэтому я за то, чтобы менять постепенно. Например, там у нас еще до «Дома на дереве» был проект «Стихи в кармане», мы делали такие карточки со стихами, классиков в основном русских. От Пушкина, Харца, Бродский, Бунин, много всего было, и даже из прозы опять-таки. Мы их раскладывали везде по городу. Я не знаю, в парке, например, можно его ставить, с надеждой, что прохожий увидит эту карточку, возьмет с собой, и дом будет ее читать, откроет, наконец, достанет с книжки запылившийся томик того же Пушкина и прочтет. В общем-то, могу сказать, что с этого все началось, потому что были стихи в кармане, мы карточки раскладывали, и много желающих было присоединиться к этому. Я организовывал встречи в разных кафе, чтобы люди могли получить эти карточки. Понял, что мне нужно место, в котором я бы мог такие штуки проводить. И вот так появился «Дом на дереве», а за ним уже циферблат. Вот, в общем-то, я не знаю, не пропагандирую, но, в общем, предлагаю всем какую-то ненавязчивость в том, как можно менять там городское пространство и вообще что-либо делать, потому что любая навязчивость, она ассоциируется со школой, например, когда училка литературы тебе впаривает то, что обязательно надо прочесть «Войну и мир», и пока ты не прочтешь, что ты дурак. У меня, скорее, ответная реакция никогда не читать «Войну и мир». И я за то, чтобы любые какие-то ценности свои таким тонким методом, способом и в массы, ну, в общем, пускать в жизнь. Вот в этом смысле там одна музыка, которая играет в циферблате, я надеюсь, она уже как-то может влиять на это. Не говоря уже о мероприятиях, о тех людях, которые туда ходят, о книгах и обо всем другом. Вот. Ну, как бы мы на «Делай саммите» все, то есть полагается, что участники этого мероприятия что-то хотят делать или уже делают. Вот. В общем-то, мне кажется, не важно, что ты делаешь и как. Действительно нужно думать, зачем ты это делаешь, какая у тебя задача. То есть, и мне кажется, что любое начинание, в общем-то, должно иметь эту сверхзадачу, какое-то желание. Не обязательно что-то творческое, гуманитарное, культурное и так далее. Это может быть кладка асфальта. Человек определяет свою жизнь, что я хочу всю жизнь класть асфальт. В общем-то, ничем не хуже того, чем я занимаюсь, например, потому что по этому асфальту есть люди. Асфальт можно класть честно и искренне, делать это хорошо. Вот, в этом смысле, мне кажется, то, о чем мы должны думать, когда начинаем что-то новое. Ну и, наверное, нужно понимать, зачем ты это делаешь и для кого, и почему то, что ты делаешь, это хорошо. Мне кажется, также вот финансовый вопрос, хотя циферблат довольно успешное занятие оказалось, но для меня это не «Дом на дереве», не циферблат, ни в коем случае не были способом зарабатывать денег, когда все это задумывалось. То есть, в случае с «Домом на дереве» мы вообще предполагали, что будем искать деньги, которые туда будем докладывать. Но, опять же, вот, случилось так, что как-то мы придумали клевую штуку, которая нужна людям, и поэтому есть деньги. Поэтому люди оставляют эти деньги, и мы можем дальше развиваться. Вот. Мне кажется, что, в общем-то, любое дело можно организовать так, что если оно нужно людям, оно будет тебе приносить доход. Возможно, им на эти деньги существовать. Поэтому не нужно
кажется, боятся там, того, что я сейчас что-то начну. Ну, точнее так, не нужно, начиная что-то, ориентироваться уже на какие-то готовые решения, что вот все так делают, поэтому я тоже буду делать как все. И вот у меня будут деньги, по крайней мере, я не буду там рисковать своим финансовым положением и так далее. Мне кажется, что если что-то начал, и это не приносит доход и не имеет успеха, то, может быть, это, стоит задуматься о том, то, что ты начал, оно нужно вообще сейчас, или нужно ли оно в таком виде, в каком ты задумал. Может, стоит еще немножко подумать и придумать как-то поинтереснее, потому что там, я, например, много чего начинал в жизни, и первый успешный проект у меня произошел в 26 лет. До этого я очень много всего делал и жил, можно сказать, впроголодь, но я специально ждал того момента, когда я как-то пойму, что можно такого сделать, чтобы это было много. Ну вот, само собой, это вот. Я бы хотел, может быть, ответить на какие-то вопросы, потому что я больше не знаю, что. Опыт частных инициатив в организации городского пространства. Дело в том, что на протяжении последнего года мы волею судеб, о коих я сейчас расскажу, занимались тем, что начали с того, что сделали первую одну лавку, а в процессе делали и каток, и перемещающийся парк. И, в общем, расскажу о том опыте развития, о том опыте главным образом ошибок, который у нас был. Называется это все «Мы построим свой лунопарк». Если кто просто знает, это аллюзия на мультик «Футурама», когда Бендера выгоняют из лунопарка, он говорит, что черт с вами, я построю свой лунопарк и, собственно, его наполню то, что ему интересно. Я хочу начать с небольшого такого лирического отступления. Но не то, что я хочу вам показать мужчину в возрасте в очках, конечно, это повышает серьезность. Я хочу вам рассказать маленькую короткую историю. Был такой человек, которого звали Бакминстер Фуллер. Этот человек придумал, возможно, вам известную вещь, геодезический купол. Не знаю, знаете ли вы, что это такое? Геодезический купол – это такая архитектурная конструкция, особенность которой является, что какой бы величины ты ее ни строил, вес конструкции всегда распределяется по нагрузке, то есть ее можно строить теоретически бесконечного размера. То есть чем она больше, тем она на самом деле конструктивно устойчива. При условии, что да, ты сохраняешь какой-то размер модуля. Этот человек начал свою творческую деятельность в конце 30-х годов, и его считали утопистом. Потому что у него были безумные идеи, даже эта идея считалась утопической. Кроме того, у него были идеи с полным летающим шаром, назывался проект «Девятое небо», когда на платформы планировалось, что можно загрузить города, там порядка населения несколько тысяч человек. Так вот, этот человек, несмотря на то, что его в конце 30-х годов считали утопистом, он упорно продолжил заниматься своими разработками, и сейчас это общепризнанная вещь в альтернативных поселениях, самая быстрая конструкция, которую можно возвести малым количеством народа, и она весьма устойчива и имеет очень много различных параметров по отоплению и так далее. К чему я это все рассказываю? В свою жизнь он руководствовался одним принципом, который, в принципе, очень важен в истории частных инициатив. Он говорил о том, что
я хочу рассматривать свою жизнь как некий эксперимент, который покажет, как один человек может сделать то, на что не способно целое государство или большая корпорация. В отличие от многих других цитируемых историй, он это выполнил, там, в середине 60-х годов он стал общепризнанным гением дизайна, у него около 40 технологических наработок, которые используют сейчас. Например, если говорить о предметах, кайт, если вы знаете, что такое, да, или же такая лодка, которая выскакивает на берег, у которой мотор стоит сзади, конструкционно, не было возможно без, например, его разработок. В 60-х годах он стал лицом года по версии журнала Time, и остаток своих дней до 80-х годов он вел достаточно деятельность продуктивную. Почему я это еще раз хочу сказать, рассказал, что так или иначе частные инициативы, они могут находить место, если будет проявлено какое-то упорство, и б, частные инициативы это прежде всего поиск нестандартных решений. О чем, собственно, я дальше расскажу, у меня будут небольшие заминочки, планирую. Это логотип нашей студии, для чего я вам показываю. В принципе, мы занимаемся предметным дизайном. И до прошлого сентября мы понятия не имели, что такое организация городских пространств, что такое, с какими проблемами там можно столкнуться. Мы делали свой предметный дизайн, мы занимаемся мебелью, занимаемся, вот есть у нас такие, например, головы моржей, белых медведей, лошадей в бабочках, в смокингах, которые мы выпускаем тиражно. И где-то год назад в очередной раз мы отвозили какому-то заказчику наш предмет, и станция метро Дмитровская, к которой мы приближались, там было, как в один из любых будних вечеров, там было, если вы придете, вы поймете, что там куча мусора, бутылки ставят только с той целью, чтобы, знаете, там нечетное количество не создалось. То есть ты идешь, перешагиваешь через мусор, и мы разговаривали на такую тему, что все прекрасно. Предметный дизайн, который вот-вот зарождается в России, возможно, через 5-10 лет украсит наши дома и как-то сдвинет с мертвой точки вот эту систему любви к бежевым клеточкам в интерьере. Но наши улицы так и останутся в ужасном состоянии. И мы думали, что же мы можем сделать. И начали с простой вещи. Мы просто поставили на флаконе одну лавочку, которую мы, собственно, разработали. И на самом деле это был такой тестовый образец. Мы на ней сразу попробовали те цвета, в которых они в дальнейшем у нас сейчас выходят. И в принципе, мы ничего не ожидали. Мы просто хотели рядом со своей мастерской, которая являлась грязной, просто чтобы было приятно нашим друзьям сидеть. Когда мы построили лавочку, сразу возник вопрос: окей, мы сидим, все прекрасно, нужны урны. Только мы об этом задумались, как буквально не прошло. Эта лавочка достаточно быстро попала в какие-то блоги, и буквально через пару недель нам позвонили из парка Горького, там проходил фестиваль «Дизайн-акт», и ребята предложили: давайте выставим вашу лавочку. Тогда у нас уже идея шла с урнами, и мы вроде как парк, Горького, лавочка, мы говорим, может быть, мы сделаем какую-то законченную историю, больше, чем лавочка. Ну, предложите. Мы по принципу проси больше, дадут меньше. Нарисовали просто какой-то безумный проект там на
ошибкой, которая, собственно, и вовлекло нас во всю эту историю. Конечно, никакие лавочки мы по осени не продали, а зато 2 недели отстояв в парке Горького, притом там оказалась такая выставка, мы просто, знаете, как кинулись, не посмотрев толком, что это. Оказалась такая классическая выставка, где надписи «экспонат», «руками не трогать». И когда мы разместили там свой парк и поняли, что мы фактически находимся в музее, первое, что мы придумали, мы написали табличку, на которой слово было написано «пожалуйста, трогайте». Да? То есть на лавочках сидите, на пинг-понговом столе играете, в урны кидаете мусор. Потому что, то есть, когда лавочку царапают, я не теряю сознание от ужаса, потому что ее вся судьба быть поцарапанной в процессе эксплуатации, если придется поцарапанной. И у нас получился такой эффект, что кругом был музей, а у нас люди на стенде сидели, ели, играли с детьми, у нас там был Wi-Fi, поэтому там в беседке люди были в интернете постоянно. И то есть толком не посмотришь, с одной стороны, то есть экспозиционно она, может быть, никак не выглядела, но зато у нас была реальная жизнь. И вот этот момент был такой, лично для меня, может быть, переломный, что я понял, что можно что-то менять, и это людям интересно. То есть у людей были какие-то позитивные отклики, им нравилось, они начали там, знаете, когда человек просто улыбается или фотографирует, это уже какая-то эмоциональная отдача. И не продав эти лавочки, оставшись с таким богатым наследством, мы подумали, что делать дальше. Тут как бы начались переговоры с парком Горького, у нас было в дальнейшем еще, мы на Цветном бульваре их ставили на октябрь. И дело в том, что как только мы, как только мы это вообще сделали, оказалось настолько этого мало, что мы сразу начали входить в контакт с различными, попробовать сделать, наверное, это такой первый опыт парка. И зимой этого года мы открыли на балконе котов. Конечно, то есть это была еще большая, наверное, авантюра, чем просто вложиться в лавочку, потому что никто из нас не знал, как вообще это делается. То есть со стороны флакона была поддержка в виде регулярных дворников, да, небольшой бригады, которая смогла построить, которую тоже надо было управлять. Но, например, сколько мы узнали про то, как закатывать лед, если бы я знал это в детстве, я был бы, наверное, счастливым ребенком, потому что мы потратили, еще такая зима была, если вы помните, декабрь был теплый, и мы стартанули только в январе. И у нас получилась такая достаточно камерная история. Кстати, касаемо купола, который геодезический, я говорил, мы его также применили, там освещение у нас было такие, там были какие-то находки технологические, потому что, понимаете, то есть, например, мы сделали лавку, примерно понимали, да, это то, что мы хотим. Мы сделали урну, например, до сих пор мы думаем над этой урной, потому что она достаточно несовершенна. Нам нравится то, что есть некая форма там, в виде бочки, которую можно тиражировать, не затрагивая никакие производства, просто специально не производить какую-то форму. Но мы ее дорабатываем. У нас не было проработано освещение, например, и там был, допустим, страшный забор, и нам пришлось очень много изучать такое, например, ручное управление с помощью дворников, делать фактически стрит-арт и одного шаблона, мы там закатывали этот забор. Освещение, там выход был в том найден, что это эта киношары на самом деле, которыми делают, знаете, ночью, когда день снимают, используют этот киношар, и он оказывается такой сильный, что там, может, немножко засвечен, но он освещает фактически весь каток. Собственно, внутри этого купола у нас была раздевалка, прокат коньков, там было всегда тепло. Мы даже тестировали самую холодную ночь, мы специально там провели, и, что реально это возможно.
Вот. Вот какая-то история, какая была внутри у нас. В общем, мы столько увлеклись в процессе, фактически, ну, я считаю, там визуально мы сделали все хорошо. Мы дальше начали делать даже какую-то культурную программу. Потому что как бы дизайн, он достаточно вторичен, да, в городском всей сфере. Он должен быть, как априори, но он никогда не заменит тех действий, той жизни, которая должна быть. Потому что мы верим в то, что города — это люди, а не здания. Поэтому нужно заниматься не какими-то формами, а нужно заниматься процессами. Формы должны быть просто красивыми. И поэтому мы начали там какие-то мероприятия проводить и делали какие-то кинопоказы там, на тему дизайна. Но самым слабым звеном нашего всего этого проекта оказалось в том, что мы как бы сделали проект, но он оказался настолько локальным. И нам не хватило ни команды, ни сил его распиарить, и практически кроме там тех, кто бывал на флаконе, то есть местных жителей, да, и там редакции там в Village, толком никто на катке не побывал. И уж совсем как бы ворвавшись в процесс создания уже чего-то более глобального, мы задумались, а как сделать так, чтобы была команда. То есть, это был, ну, фактически, с точки зрения задумки, это был такой, ну, скажем, провал в том плане, те ожидания, которые были лично у меня, они там не были не выполнены на 50%, потому что морально это было такое, морально это была ошибка. Я сразу сказал, что я хочу, наверное, рассказать историю там даже не успехов, а каких-то ошибок и выводов из них. И мы подумали, а как сделать команду? Чтобы сделать команду, фактически, да, на первом уровне каких-то волонтеров, нужны какие-то правила. То есть надо сказать людям, ради чего они идут. И было... И тогда мы подумали о такой вещи, как манифест. Да? Ну, там времени у меня, к сожалению, нет, поэтому мы просто придумали 12 правил, которому должно соответствовать любое пространство. Тут нет никакого откровения. На самом-то деле мы просто собрали то хорошее, которое должно быть. То есть в месте, в которое вы приходите, да, оно должно с вами как-то взаимодействовать, да? Там должны быть какие-то традиции, там обязательно должен быть, ну, наверное, по нынешним меркам, допустим, Wi-Fi. Там должно быть чисто, должно быть приятно. И если посмотреть эти пункты, там только 2-3 пункта затрагивают вопросы дизайна. Остальные 9 говорят о культурной составляющей. Я пробегу просто туда быстро. Мы под этот манифест создали такую, знаете, рабочую группу, и, ну, как бы все шло вперед. Нашлось там порядка 15 активных человек, там порядка еще 30 людей, кто активно в группе закрытой Facebook это все обсуждал. И тут мы столкнулись с такой вещью, что мы фактически, ну, наверное, не готовы были к такому рывку, потому что мы, когда это выкладывали в Facebook, мы думали, ну, сейчас там найдется 1 человек, найдется 2 человека. Оказалось, просто этих людей, которые потенциально заинтересованы и готовы потратить час своего времени в неделю, чтобы его город стал лучше, достаточно много. Просто они не знают, что делать. И когда эти люди оказались, как их всех вовлечь в ситуацию, когда у тебя слишком много неизвестных, тоже как бы стало непонятно. Поэтому результатом этого всего процесса у нас, это было где-то июнь месяц, и я так называю, стало 3 мечты, да, потому что мы начали какие-то проработки. Не хочется говорить о каких-то вещах, типа как это будет, потому что там на примере своих вот этих вещей, как это будет, мы поняли, что как бы ты ни планировал, будет по-другому.
Первая мечта называлась «Кочевой парк». В смысле, это такой концепт. Идея состояла в том, что мы подумали, у нас не хватит явно финансов, чтобы сейчас прийти и изменить Москву сразу. Нам не хватит людей, чтобы делать много площадок параллельно. Но мы все верили в то, что нельзя взять и, допустим, изменить на большой территории глобально сразу какую-то проблему. Мы верим в то, что существуют очаги хорошего, когда ты что-то делаешь, допустим, на условно хорошем, ну, если у тебя будет идеальное пространство, допустим, на такой даже небольшой территории, как флакон, постепенно это должно расползаться, соединяться и так далее. Мы придумали такую идею, как кочевой парк. Она состояла в том, что различные локации парк должен, по идее, ездить и находиться на месте какое-то время, порядка 2 недель. Притом каждая задумка, мы сейчас на самом деле продолжаем прорабатывать окончательно на следующий год. И каждая задумка состояла в том, что мы брали различные места, то есть это там есть мост, есть заброшенный пруд, есть парк, который уже там не используется 30 лет, хотя там давно проломали забор, да, на нем висит амбарный замок, но там гуляют местные жители с собаками. Допустим, есть красивые в Сталинской высотке, есть красивая спортивная площадка, закатанная асфальтом, на которой срезаны, есть пол столба для волейбола, 1,5 кольца для баскетбола, ну, и там нет ни одной лавочки, ни одной урны и так далее. И мы подумали, что есть такие городские площади, есть, допустим, площадь, которая там в районе Покровки освободилась, и там ничего нельзя строить, потому что там веншафт, допустим, выходит. Есть такие места, которые различные, нам было интересно попробовать. Мы начали их, собственно, прорабатывать, и в процессе этого мы поняли, что, окей, мы какие-то выходы начали даже находить на людей, администрации и так далее, но мы поняли, что нам нужен конструктор. То есть тогда мы сделали как бы небольшой шаг назад. Мы поняли, что эту программу мы явно не успеваем разработать за этот год, и мы задумались о том, что до следующей весны сделать так, чтобы у нас были все элементы. То есть кроме лавочек и урн, фактически нам нужны некие модули, которые можно быстро, там, в течение нескольких часов организовать что угодно. Будь то туалет, будь то пункт там, какого-то складирования временно, будь то там, площадка для аппаратуры с диджеем, там слипбокс для тех, кто это строит, остается, возможно, там какой-то социальный проект типа там, буккроссинг и так далее. И мы все еще так усиленно прорабатывали мусорную программу, потому что мы сейчас, ну вот мы сейчас, наверное, ее, я думаю, до конца осени закончим. Смысл ее в том, что мы делаем некую такую систему игры, которая должна объединить всех. То есть, я не буду сейчас углубляться, потому что там времени буквально пару минут осталось, но общая идеология в том, что сейчас проблема с мусором состоит в том, что все пытаются к ней как бы подобраться, это как куча, в которой есть все. Вот. Это как есть, а это вот как должно быть. Вот, то есть такая должна быть некая святая урна, которая решает все наши проблемы и вот, воздействует на какую-то культурную часть. Потому что хочу такую небольшую историю сказать, когда мы делали парк сейчас скажу, на Цветном бульваре, то есть там было предложение такое: ребят, вы на там, месяц убираете старые лавочки, старые урны и ставите свои на место. Они в шахматном порядке стоят. Мы говорим, а смысл, если там реально не хватает ни урн, ни лавок, давайте мы в обратном шахматном поставим. И мы одну из аллей, собственно, заставили. Только мы вот эти бочки поставили, там было две лавки урна одна, а у нас получалось 2 лавки, 2 урны. Потом каждая наша урна, она по объему где-то в 3 раза больше. То есть мы так плюс еще 6 объемов как бы создавали на точку. И не ожидая, не специально это не планируя, получилось, что мы приходим на следующий день, а там чисто. Ну как бы, вот есть рядом цветочный этот круг. Проблема в том, что это слишком похоже на арт-объект, наверное, какой-то, и люди не садятся. Поставили вот эти свои таблички, садитесь, пожалуйста. Приходим,
опять что-то не так. Ну, наверное, сюда не доходят, наверное, алкоголики, тут никто не спит, наверное, какое-то, может быть, ну, не популярное место, а цветочные клубы популярны. Пришли ночью специально, все нормально, там, бомжи на лавочках спят, алкоголики пьют, и оказалась такая вещь неожиданная на самом деле, что вот этот, для меня окончательно тогда, знаете, вот этот разговор есть, что, допустим, Россия и Европа, да, вот мы культурно не готовы, у нас другая ментальность, нам надо развивать культуру и так далее, поэтому у нас куча мусора и других проблем. А решение оказалось гораздо проще, просто у нас сейчас созданы условия, что культурным быть менее удобно, чем некультурным. Когда ты идешь и у тебя нет урны, и в центре реально приходится по 20 минут таскать с собой мусор, ты его поставишь в какую-нибудь кучку, дай бог кто-нибудь вместе уберет, и эта кучка быстро нарастает. А когда оказалось, что урны реально больше, чем мусора, фактически мусора не оказалось, потому что, чтобы быть некультурным, надо было перелезть через эти бочки, лавочки, уйти куда-то, ну, в какие-то дебри и там намусорить, понимаете? Вот, и как бы, ну, про эту программу, наверное, стоит отдельно сказать, я думаю, расскажем. И была третья мечта, ну, мы надпись «Мечта» на самом деле убрали, сейчас скажу почему. Потому что мы решили сделать такой эксперимент. На самом деле мы придумали вот этой как бы рабочей группой два модуля. Различных, они решают немножко разные задачи, и мы решили провести эксперимент. Мы никогда не показывали никаких эскизов, чертежей, мы делали продукт и его выставляли. Это вот какой-то был наш внутренний принцип еще от предметного дизайна. А тут решили сделать эксперимент, что вроде как это на полке лежит, давайте мы один покажем с такими: ребят, окей, мы ищем спонсора, это стоит столько-то. А второй, первый называется хайф, это значит улей. А второй мы ничего не будем показывать, мы будем усиленно искать производителя просто на фишку, на интерес. Второй называется кит, вот, потому что там они более большие такие модули. И первую мы начали показывать. Она выглядела вот так, это такая разборная конструкция, которая имеет металлический разборный каркас внутри, листовую обшивку, и в принципе там порядка, ну если там 2-3 человека есть, там порядка полчаса вы ее разбираете просто в плоское и увозите любой машиной. Соответственно, что здесь может быть? Это может быть торговые ряды, может быть туалет, может быть вот этот как бы бокс. Потом, так как низы опускаются, если вы ставите два параллельно, то у вас получается галерея. Вот тут неправильно нарисован, там вот этих дыр, там пустышки можно вставлять. То есть это наборная модульная система, у тебя может быть дверь, окно, может быть пусто, может быть глухо. И он как бы, вот сейчас мы нашли даже, заинтересовалось 5 каких-то людей, ну заинтересовались, да, мы по традиции создали для этих людей закрытую группу в Фейсбуке, где можно пообсуждать. Притом люди совершенно разные, честно могу сказать. Это были муниципальные депутаты, было какое-то рекламное агентство, был департамент образования, был, ну, собственно, флаг-клон, было еще, сейчас, магазин «Республика», я думаю, это не секрет. И двое из них уже как бы согласились. Там суть такая, что мы делаем им модуль, но там на условиях то, что мы его испытываем. Вот. И сейчас мы два модуля уже изготавливаем. Они будут, я думаю, в октябре готовы. И вот эти 3 в подвешенном состоянии, 3 доделают. Это как бы и просто... Почему вот тут снялось слово «мечта»? Потому что на самом деле глобальный вопрос стал, когда мы начали вообще это обсуждать, откуда брать деньги. Потому что было понятно, что несмотря на то, что это все пишется как частная инициатива, личных денег, там когда-то вложенных и до сих пор, честно, там не отбитых, но их не будет для того, чтобы там какую-то даже не глобальную идею перемещения там парка на 100 человек, да, вот как бы хотим сделать. И мы подумали, что есть какие-то вещи же, как краудфандинг, который не работает, да, в России. И
качестве эксперимента вот решили провести. Вот это был такой публичный поиск, мы его нашли. Был еще такой закрытый поиск, связанный, вот вторая вещь, там она будет называться Кит, мы тоже на нее нашли на самом деле партнера. Там будет фишка в том, что будет небольшая такая нагнетательная рекламная кампания, и уже мы нашли инфопартнеров. Просто люди ее производящие, они как бы получат пиар с того, что для них это будет первое сделано, и будет это показано уже на 2 московских выставках. Это будет в ноябре, то есть у нас даже известно примерно там 1 ноября. Все, я да, у нас очень даже все, ладно. Смотрите, вот с нами, да. Прям подвожу короткий итог, да? Я просто, извините, просто из-за того, что как бы время сбито, получился сбитый рассказ, но короткий итог. О чем я хотел сказать? Когда мы в это ввязывались, мы ничего об этом не знали. Мы, правда, наделали кучу ошибок. Каждая ошибка нас заставляла думать о том, окей, этот путь нам не подходит, нам надо что-то... То есть у нас как было? Ситуация, решение, не совсем удачное, но какое-то продвижение, и мы думали, как действует следующее. Когда мы набрали толпу людей, мы подумали, что вот сейчас мы все сделаем, но оказалось, что мы выдали 3 каких-то теоретических вещи, которые мы не успели там развить за 3 месяца. И я хочу сказать, что все идет вперед. И если этим заниматься и постоянно искать какую-то вариацию, это все будет. И я еще хочу сказать, что хочу отметить, мы для себя сразу определяем, я последнее слово, мы не занимаемся дизайном, мы в этом проекте. Мы больше занимаемся городской культурой. И так как тут все люди собрались, те, кто каким-то образом занят в социальных проектах, хочу сказать следующее, что та мысль, которая к нам однажды пришла в голову, что так как культурой заведуют люди, и мы все хотим, чтобы у нас изменилась культура, мы все ждем культурных героев. Так есть одна плохая новость. Те культурные герои, которые к нам шли, они заблудились, сбились с дороги и их съели волки. Если мы сами сейчас не возьмемся и не станем этими культурными героями, культура у нас, собственно, не изменится. Спасибо. Заигров нет. Проект, в принципе, изначально, конечно, он формально считается для инвалидов, но понятное дело, что история полезна абсолютно для всех, и для детей, роликов, велосипедов и прочего. История вопроса такова, что в 2001 году первую карту доступной Москвы сделал Алексей Налогин, он вообще такой, наверное, дедушка российского краудсорсинга и краудфандинга. Вот. Он там много всего делал, там, не знаю, спас десятки, сотни даже людей, собрав деньги для областной детской городской клинической больницы. Вот. Но в 2001 году все это было дело довольно сложно, и ему одному было тяжело. Вот. Потом, соответственно, постепенно начали, ну вот сейчас в разных городах там есть какие-то свои карты на разных платформах. Вот, так, в чем вопрос? Это вот разные всякие российские, это московское государственное, неудобное. Вот, это немецкое, не мешаю, что не могу, значит, дотянуть. Это немецкий проект. Вот, но там немножко по другому принципу организован, но в общем в целом очень много. Вот, соответственно, государство что-то начинает делать тоже. Вот там у вас есть проспекты волонтеров, то есть по 16 городам они довольно систематично создают все активности. Вот. Ну и, собственно, в какой-то момент сделали по большому счету инструмент для того, чтобы не самим бегать, а заполнять пандусы, потому что, ну, возможности кого угодно ограничены, сделать инструмент, чтобы людям было совершенно легко это делать самим. То есть это такой небольшой сайт, где собраны там всякие рекомендации, обобщенные опыты и прочее. Вот, и основное это так. Вот, эта версия была сделана
в 2009 году. С тех пор там появилось достаточно много объектов в разных городах и странах. Вот, и довольно много участников, большинство из них, которых я никогда даже не видел. Собственно, на это все и было рассчитано, чтобы люди... Подъемники для колясок — это очень дорогое удовольствие, на самом деле. Хотя бы, конечно, самое простое: закатываешь коляску детскую или инвалид, нажимаешь на кнопку, и она доехала до лифта. Дальше проблем нет, добраться от земли до лифта. Вот, там все в меру своих возможностей эту проблему решают. Вот, например, в Улан-Удэ там есть такое общество без барьеров, мы с ним тоже общаемся с сомнением. Вот, они там собирали, ну там обозначили проблему, можно в какой-то школе пандус, да, и собрали деньги там с людей, с организаций, там кто цемент принес, кто кирпича, кто-то там, и нормально построили, они как несколько штук сделаны. Вот. И это, в принципе, тоже способ. Мы думаем, как этот опыт систематизировать, потому как не везде можно надеяться на то, что все произойдет быстро, таким, скажем, государственным способом обычно. Вот. И еще мы сейчас затеяли очень интересный эксперимент, наверное, даже, может быть, более интересный. Есть такой центр космических услуг, и они там в разных городах делают геопорталы, такие очень мощные, там с мониторингом транспортных средств, пожаров, там охраны, бог знает чего там. Ну, то есть это очень мощная штуковина с огромным количеством слоев, с трехмерным там тем самым описанием территории, с привязкой объектов, там, ну, очень мощная такая профессиональная система. И как верхушка айсберга у нее есть интерфейс взаимодействия с обществом, скажем. То есть это люди могут указывать на те проблемы, которые их беспокоят, и они попадают в общегородскую систему, и там с той стороны сидят чиновники. То есть вот, в чем отличие там со всякими там, демократы, Роскил и прочее, там с той стороны сидит там, ну, какая-то организация, которая формирует жалобы, и это, в общем, такая немножко конфронтационная история. Вот. А тут по каждому случаю сдается ветка обсуждений, там кто чего сделал, что где там кому помочь и так далее. Вот. Мы с ним договорились о том, что точно так же будет и безбарьерная среда мониториться и показываться там. Да, государство что-то делает само по себе, там в Москве есть карта, в Москве есть много объектов, но по факту эти объекты, например, не всегда функционируют. То есть формально есть там переход, там есть лифт, но если подойти к этому лифту и нажать на кнопку, ничего не происходит. Вот. Поэтому такая вот история. Вот. И это будет, я думаю, тоже в разных городах, потому что у них эту систему они запускают вместе с администрациями очень многих городов, ну и там, естественно, есть мобильная версия и так далее. Вот. Так что я думаю, что мы подвинемся в сторону изменения среды тоже. Вот. Соответственно, помочь проекту, если у кого возникнет желание, довольно легко. Можно нанести на карту известный объект, вот через неделю будет мобильная версия, все можно, проходя, просто чик-чик-чик пройти, особо не париться. Вот. Понятное дело, рассказать кому можно, но там общественные организации тоже есть, что могут сделать. И государственные структуры тоже будем очень рады. Не со всеми из них пока удалось наладить взаимодействие, хотя очень со многими переписывались. Но очень многие люди тоже помогают. В Казани была забавная штука, там администрация одного из районов сделала конкурс среди школьников в исполнении карты, и там через 2 недели всю Казань бегали просто. Ну, они там какие-то призы от спонсоров вручили, то есть, ну, в общем, копеечное дело на самом деле. Вот. В школах там посадили модераторов каких-то учителей, потому что дети там, конечно, писали всякое. Вот. А модераторы смотрят, да, все нормально, по правилам русского языка, одобряют. Вот. И там они буквально за 2 недели отфигачили всю Казань.